Внимание! Важное предупреждение. Меня после этого ролика, скорее всего, возненавидят все продавцы третьевых брелков. Я это прекрасно осознаю, но истина дороже. Итак, смотрите и ужасайтесь. Здравствуйте, дорогие мои радиофобы и радиофилы! По вашим многочисленным просьбам, а также благодаря спонсорской помощи, я наконец добрался до видеообзора третьевых брелков светилок. Итак, посмотрим, что же это такое третьевые источники света. Тритий – это сверхтяжелый радиоактивный изотоп водорода, ядро которого состоит из двух нейтронов и одного протона. В земной природе тритий в основном образуется в верхних слоях атмосферы при бомбардировке атомов азота космическим излучением. В промышленности тритий получают облучением нейтронами лития в атомных реакторах. Тритий – один из самых дорогих в производстве изотопов. 1 грамм его стоит около 30 тысяч долларов. Посмотрим, каким образом он относится к теме нашего сегодняшнего видео. Дело в том, что распадаясь, тритий порождает электрон и антинейтрино. Проще говоря, бета-частицы с очень низкой энергией в 18 килоэлектрон-вольт. Благодаря этой особенности тритий за последние 30 лет стал очень популярен в производстве источников света. Принцип этих источников таков. Газообразный тритий находится внутри запаянной ампулы из боросиликатного стекла. Внутренняя поверхность ампулы покрыта люминофором, который при бомбардировке бета-частицами начинает светиться видимым светом. Период полураспада трития около 12 лет. Поэтому такой источник может светиться очень долго без всякой внешней подпитки. В настоящее время промышленность выпускает огромное разнообразие тритиевых источников света. Это брелки самых разных размеров, и отдельные тритиевые трубочки разных размеров, и трубочки разного цвета свечения, и тритиевая подсветка циферблатов, также состоящая из микроскопических трубочек, тритиевые прицелы для оружия, и даже тритиевые фонарики. В связи с такой популярностью тритиевых источников света все чаще звучит вопрос, насколько они безопасны в плане внешнего облучения и при возможном разрушении оболочки. Сейчас я буду с этим разбираться. Итак, один из заинтересованных зрителей моего канала проспонсировал покупку вот такого большого тритиевого брелка. На AliExpress они продаются по 15 долларов. Я взял рядом с домом за 20 долларов. Посмотрим на него поближе. Брелок представляет собой граненый акриловый стержень длиной 45 мм, внутри которого имеется канал, куда вставлена стеклянная трубка с тритием и люминофором. Длина трубки 22 мм. Толщина акриловой стенки 3 мм. Прежде всего рассмотрим, насколько продавцы и производители честны с потенциальными покупателями. Обычно реклама брелков выглядит так. Они сияют словно сварочные карандаши и освещают все вокруг. На самом деле это обман. Подобные фото сняты на очень большой выдержке и при полностью открытой диафрагме. В реальности он выглядит так. Свечение очень тусклое и ничего не освещает. Идем дальше. Бета-излучение трития низкоэнергетичное, 18 килоэлектрон-вольт. Пробег таких частиц в воздухе всего 6 мм. И они гасятся даже самыми тонкими преградами типа обычной ткани. По заявлению производителей, в каждом брелке содержится всего несколько микрограммов трития. Если кто забыл, микро – это миллионная часть. И излучение полностью гасится корпусом брелка. На поверхность ничего выходить не должно. Проверяем. Да, действительно, приборы со счетчиком SBM20 ничего не фиксируют. Однако, возьмем другой бытовой прибор с более чувствительным слюдяным датчиком. И
тут нас ждет сюрприз. Прибор со снятой крышкой фильтра не просто показывает наличие излучения на поверхности колбы. Он показывает 6-7-кратное превышение фона. Вот это номер. Проверим на радиометре бета со слюдяным датчиком SBT-10A. Так и есть. Прибор показывает, что фон от брелка увеличен более чем в 2 раза. Попытаемся определить, на каком расстоянии от брелка еще фиксируется излучение. 30 мм от брелка. Фон еще есть. 50 мм от брелка. Еще фиксируется некоторое повышение фона. Как мы видим, прибор фиксирует почти полное угасание фона от брелка на расстоянии 60 мм. Вот тебе и полностью гасится корпусом. И как после этого верить людям? Теперь по поводу поглощения самой тонкой тканью. Я использовал алюминиевые листы толщиной 0,11 мм. Посмотрим, сколько листиков нам понадобится, чтобы полностью погасить излучение от брелка. Первый. Излучение присутствует. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Вот мы наблюдаем уже околофоновый уровень. И, наконец, седьмой. Седьмой полностью гасит фон от брелка. Общая толщина фольги, необходимой для погашения этой брелочной радиации, составила около 0,8 мм. А теперь вдумайтесь. Как я уже говорил, при заявленной энергии 3Т18 КЭФ излучение от него должно полностью гаситься даже самыми тонкими материалами, типа ткани, и проходить в воздухе не более 6 мм. А что мы имеем в данном случае? Излучение проходит сквозь стеклянную трубку, сквозь 3 мм акрилового корпуса и еще 60 мм в воздухе, либо 0,8 мм в алюминии. Что же на самом деле в этом брелке? Давайте разбираться. Честно говоря, я и сам не ожидал подобных результатов и был изрядно озадачен, поэтому отправился за советом к умным головам и светлым умам. Светлые умы, оказывается, уже давно озадачились подобной диковинкой и тоже пребывают в некотором недоумении. В результате обсуждений и разнообразных замеров, в том числе и на профессиональном оборудовании, было высказано два предположения. Первое. Излучение от колбы – это тормозной рентген от ударов бета-частиц о стекло ампулы. И второе. В колбе не совсем тритий, а возможно тритий с примесью чего-то еще, более энергетичного. Если это тормозной рентген, то он должен хорошо определяться с сцинцилляторами на основе йодида натрия. Посмотрим. Однако мой Эберлайн его в упор не видит. Мои коллеги выяснили, что сцинцилляторный радиометр SRP6801 тоже ничего не видит. Даже спектрометрическая установка с огромным кристаллом не может сказать ничего вразумительного. Единственное, чем удалось определить излучение от брелка, это поисковый сцинцилляторный датчик 44.3. Он обладает очень чувствительным ФЭУ и тонким кристаллом. Собственно, сейчас произведем измерение. Так, включим прибор. Включим ему 1:1. Вот. Так, вот пошел набор. Из фильма видно, что этот датчик показывает до 2700 событий от брелка против 450 фоновых, то есть в 6 раз выше фона. Казалось бы, проясняется. Но оказия состоит в том, что 44.3 чувствителен не только к тормозному рентгену, но и к бета-излучению. Поэтому нельзя наверняка определить причину. К тому же тормозной рентген, если он имеет место быть, обладает шумовым спектром и сверхмалой энергией до 18 килоэлектрон-вольт и тоже должен гаситься корпусом самого брелка. Я придерживаюсь второй гипотезы о том, что в тритии имеют место примеси. На эту роль подходят бета-излучающие изотопы с энергией до 500 килоэлектрон-вольт,
так как при наличии гаммы и беты более высокой энергии, они бы уже фиксировались обычными счетчиками Гейгера и сцинцилляторами. А этого в данном случае не происходит. На роль такой примеси хорошо подходит радиоактивный газ криптон-85, который в изобилии образуется как побочный продукт при работе атомных реакторов. Попросту говоря, хитрожопые китайцы разбавляют дорогущий тритий дешевым реакторным криптоном-85. В любом случае, неважно, что выходит наружу, бета-излучение или тормозной рентген, его уровень и безопасность – это уже другой вопрос. Важно то, что продавцы и производители нагло врут, говоря, что за пределы колбы никакое излучение уже не выходит. Итак, обобщаем все вышесказанное. Первое. Цена брелка неоправданно завышена. Даже с учетом дороговизны трития, в брелке его содержится несколько микрограмм. То есть цена его всего лишь около 20-30 центов. Ну максимум 2-3 долларов. Никак не 15-20. Яркость свечения брелка не соответствует реальной. В реальности он ничего подсветить не может. Единственное его назначение – найти ночью ключи в сумке. После длительной адаптации глаз в темноте, порядка 20 минут, можно разве что различить контуры крупных предметов на расстоянии около метра от брелка, но не более. И, наконец, о безопасности. Опять же, производитель нагло врет, утверждая, что за пределы корпуса брелка излучение не выходит. Выходит, и еще как выходит, мы с вами в этом убедились. Правда, уровень его весьма низок, и, скорее всего, для здорового человека оно будет безопасно. Но все же, я бы поостерегся постоянно носить такой брелок в кармане. Мало ли, рядом на коже окажется какая-нибудь гемангиома, невус или иное предраковое состояние. И даже это слабое излучение может при длительной экспозиции запустить процесс. Носить в сумке или в рюкзаке вполне безопасно. На расстоянии около 4 см фон от такого брелка уже стремится к природному. Часы с тритиевой подсветкой безопасны. Корпус полностью гасит излучение. Тритиевые прицелы тоже не могут причинить вреда здоровью, так как они не контактируют длительно с телом. Некоторый интерес представляют тритиевые фонарики. Дело в том, что количество трития в колбе такого фонарика в 10-20 раз выше, чем в обычном брелке. Но стекло колбы весьма толстое, плюс корпус фонарика заметно ослабляет излучение. Не носите его непосредственно на себе, лучше в рюкзаке или сумке. Ну и, наконец, очень животрепещущий для многих вопрос. Что будет, если случайно раздавить брелок и вдохнуть содержащийся в нем тритий? Отвечаю, ничего не будет. То микроколичество трития, которое здесь содержится, тут же рассеется в окружающем огромном объеме воздуха и потеряет свою актуальность. Для самых боязливых достаточно просто будет потом проветрить комнату. И даже если вы разломите тритиевый брелок возле самого носа и вдохнете весь содержащийся в нем тритий, ничего страшного не произойдет. Тритий напрямую не усваивается организмом, и через несколько минут легкие просто выбросят его назад. А доза внутреннего облучения, которую получит ваш организм, намного меньше дозы при флюорографии. В общем, игрушка дорогая, бесполезная и умеренно опасная. Забавный артефакт, не более. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и продолжайте оставаться с нами.